Добрый день, друзья! С вами Геоэнергетика Инфо, я Светлана Пикта и Александр Фролов. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте, здравствуйте. Россия приговорила украинский транзит. Россия не ведет переговоры с Украиной по продлению договора о транзите газа. Вице-премьер Новак не стал комментировать, планируется ли продолжать сотрудничество со Словакией и Австрией, которые остаются покупателями российского газа. Срок соглашения истекает в конце этого месяца. Сможет ли украинская ГТС, Александр Сергеевич, работать без газа? Почему вообще возникает вопрос про переговоры о транзите? Потому что позиция руководства Российской Федерации, по крайней мере, позиция, которая вербализировалась в вот, общественной вот этой нашей плоскости, публично, заключается в следующем, что продление транзита через Украину при прямых контактах с Украиной возможно только на основе долгосрочного контракта. То есть транзит сейчас идет в рамках контракта, подписанного в конце 2019 года. Подписание этого контракта шло с огромным скрипом. Можно, можно почитать статьи тех времен, в том числе мои статьи тех времен, которые описывают как бы сам механизм действия этого контракта. Кстати, можно на сайт Infotech зайти, там есть статья «Прощай транзит». Если что, она не про то, что транзит прощай, но там описывается и текущая модель контракта, и как бы что, к чему мы можем прийти в ближайший месяц. Однако, еще раз, позиция российского руководства в том, что вот контракт один заканчивается, и если вы хотите продолжать прокачивать газ через свою территорию, вы должны пойти на прямые переговоры о подписании нового контракта. Другие модели взаимодействия с Украиной не допускаются. Более того, президент Российской Федерации Владимир Путин высказался не так давно на тему того, что если бы мы хотели, ну, если бы стороны хотели перейти на аукционную систему взаимоотношений, надо было выходить на переговоры еще, ну, точнее, заканчивать переговоры еще летом текущего года и уже выстраивать новую систему взаимодействия, вот, собственно, с лета текущего года. Вот, это данные, которые есть на текущий момент. При этом стороны как-то мягко, не то чтобы обходят, но держит в уме, давайте так это назовем, тот факт, что не обязательны прямые переговоры с Украиной для продолжения транзита. Не обязательно, не обязательно создавать, ну, не обязательно подписывать новый контракт для того, чтобы прокачивать газ. Газ можно прокачивать, вообще не имея контракта. Это не в том смысле, что мы будем бездумно качать газ, возьмите его, пожалуйста, возьмите, платить за транзит, не имея контракта, платить какие-то деньги, которые вообще ничем не будут регулироваться. Нет, речь не об этом. Речь о том, что прокачка может осуществляться в рамках разных моделей. Долгосрочные соглашения, ну, как вот действующие сейчас, это не единственный вариант. Возможно, аукционная действительно система. Возможно, краткосрочные соглашения в рамках этой аукционной системы. Ну, то есть вы бронируете мощности, допустим, на месяц вперед за счет аукционной процедуры, которую провел оператор газотранспортной системы. Это нормальная система взаимоотношений в рамках, ну, европейской практики. То есть в Европе подобная модель успешно действует. А почему мы не пользуемся такой моделью, если успешно действует? Зачем вот контракт, зачем на этом настаивать? Дело в том, что европейская газотранспортная система – это не европейская газотранспортная система, это масса газотранспортных систем с разными операторами. И в Европе, ввиду большой плотности и разветвленности этих газотранспортных систем, вы, как поставщик газа, можете выбрать наиболее удобный и дешевый маршрут для доставки конечному потребителю. Притом даже физически этот газ не обязательно поставлять, но это мы углубляться не будем. То есть можно своповую операцию провести, здесь этот газ как бы поставить, он физически будет вот в этой географической точке потребляться, а у какого-нибудь вашего контрагента есть такие же объемы вот в той географической точке, куда вам надо поставить, и юридически вот этот газ, который вы поставили сюда, засчитывается как газ, который вот там вот извлекли и поставили. Можно даже так, но при этом транспортировка все равно будет оплачиваться.
даже если физически она не осуществляется. Это, опять же, сделано для того, чтобы поддерживать экономическую стабильность, ну, вот этого бизнеса, ну, операторов газотранспортных систем. В Российской Федерации и у Украины а, ситуация другая. Нету каких-то альтернативных поставщиков, которые могли бы выбрать украинскую ГТС для поставок газа, хотя соответствующие разговоры ведутся, но нету их пока что. Мы их не видим. Декабрь уже, знаете, То есть середина есть декабря. единственный вариант, правильно я поняла? Есть единственный вариант. Есть одна компания-поставщик, есть один оператор газотранспортной системы, и аукцион здесь проводить. Зачем? Ну, то есть, совершенно очевидно, что на протяжении вот такого-то срока поставлять газ через эту территорию никто другой не будет, потому что никого другого просто физически нет. Поэтому необходимость в аукционной системе, нету ее, она бессмысленна. Это если мы берем, скажем так, тот уровень взаимодействия, который был до конца 2021 года. Я бы даже сказал до конца 2013 года, ну, да, до конца 2021 года. То есть на чисто вот юридическом уровне, на уровне взаимодействия хозяйствующих субъектов, аукционная система – это нонсенс. Она придумана для других условий. Для условий, когда поставщик может выбирать, когда в разные географические точки он может поставлять. А здесь труба начинается, тут она заканчивается. В какие географические точки? Хорошо, есть небольшая разница. Вы можете в сторону Австрии поставить, а можете поставить в сторону Молдавии. Это не сказать, что огромный выбор, и это не означает, что поставив в сторону Молдавии, вы неожиданно этот газ там начнете прокачивать куда-нибудь, опять же, вот в сторону Германии. Нет. У вас вот есть конечная точка. Опять же, точка входа, точка выхода. Все. Поэтому долгосрочный контракт предполагает наша сторона. Я сейчас вообще не касаюсь, если позволите, морально-этической стороны вопроса. Потому что, скажем Этой так, страны мы уже не касаемся лет 10, наверное. ну, это не имеет, это просто не имеет сейчас никакого смысла по банальной причине. 30% цены газа – это ставка вывозной таможенной пошлины, которая идет за счет нефтегазовых доходов бюджета Российской Федерации. И если вот газ, который поставляется в Европу, который дороже, ввиду очень умной системы ценообразования, которую придумали в Европе, он дороже европейцам, чем тот же самый газ, который идет в других направлениях. Так получилось. Вот, за что боролись, ну, как известно, на то и напоролись. Так вот, если у вас газ идет, скажем, по $500 за 1000 кубических метров, то вы получаете, бюджет Российской Федерации получает немножко больше денег, чем, скажем, если та же 1000 кубов пойдет на другом направлении, где этот газ стоит $280 за 1000 кубических метров. Это не потому, что мы кого-то больше любим, ну, кого-то, кому продаем дешевле. Нет, это потому что на другом направлении другая модель ценообразования, и там, ну, ввиду этой модели вот такие цены складываются. Что характерно, практически у всех поставщиков на том направлении складываются вот такие цены. Это, если что, речь про Китай, про который у нас досужих размышлений я видел такое количество, вплоть до того, что мы там за $120 продаем, но да бог с ним. Что касается самой Украины, ведь есть еще одна сторона в этой всей истории, то есть, ну, Молдавия, да, во всех ее проявлениях. Европейский Союз, ну, он не замерзнет, если что. Ну, просто будут, знаете, сложности у некоторых. У Да, некоторых Господи, будут если сложности. еще больше сократить производство, да и все. Ну, это вообще прекрасный путь. Да, Вы ну, сокращаете... они по нему Как это? уверенно идут. Ну, да. То есть индекс промышленного производства, особенно у Германии какой-нибудь, делает так. Опа! Это не значит, что там нет промышленности, еще раз. А то у нас некоторые так любят. Ой, все, там все рухнуло. Нет, это означает, что хуже с каждым годом становится, чем было в предыдущем году. Накапливаются проблемы. Украина. Украинская газотранспортная система – это не украинская газотранспортная система. Это часть единой газотранспортной системы Союза Советских Социалистических Республик, которая строилась как единый организм. И вот эта ГТС строилась, исходя из того, что это ГТС будет обслуживать и экспортные поставки в страны, ну, советского блока, как у нас это сейчас любят говорить. Вот.
Кстати, многие из них с нами сейчас пытаются сохранять отношения по удивительному стечению обстоятельств. Ну вот, будут в эти страны, и, соответственно, это упростит газоснабжение потребителей, ну, в первую очередь, промышленных предприятий и населения. То есть вы строите большую трубу, от нее там начинаете строить трубы поменьше, ставите газораспределительные станции, понижающее давление, вот все, хопа, и вы уже снабжаете и заводик, и потребителей в том или ином городе. Газ должен идти туда. А если вам будет не хватать газа, ну, газ, соответственно, в трубе это давление, и если газ идет, давление есть, у вас все работает. Вы, во-первых, можете снабжать всех потребителей, в том числе таких отдаленных с точки зрения газовой промышленности Украины, как Одесская область. А вот если газ не идет, и более того, если вам необходимо газ в обратном направлении прокачивать, вот тут у вас начинаются проблемы. Потому что сама архитектура газотранспортной системы не подразумевала, что газ может идти с запада на восток, и вам, потребителей на удаленных, опять же, с точки зрения газовой промышленности Украины, потребителей нужно будет снабжать вот в таких условиях. Но тут есть и плюс, завершая вот эту историю, замечу я. Плюс заключается в том, что потребление газа на подконтрольной Киеву территории сокращается. По крайней мере, сокращается, если мы берем показатели 23 года. Ой, прошу прощения, да. Если мы берем показатели там, 22 года, если берем показатели 21 года, есть тенденция к сокращению. И эта тенденция началась не в 22 году, она началась в 91-м. Ну, хорошо, не в 92 году прям вот началась. Эта тенденция, она продолжалась, она продолжается до сих пор. Она ускорилась после 2000, вы не поверите, 2009 года включительно, точнее с 2009 года. Еще больше разгон образовался с 2014 года. Ну а сейчас, знаете, вот... Поэтому чем меньше газа вам надо, тем проще снабжать этим газом потребителей. Но, правда, тут возникает вопрос, что вот электростанции не являются необходимым в хозяйственной деятельности Российской Федерации. Электростанции, располагающиеся на территории подконтрольной Киеву, не являются обязательным звеном в хозяйственной деятельности компаний Российской Федерации. Поэтому с этими электростанциями происходит всякое. А вот газотранспортная система Украины необходима для осуществления этой хозяйственной деятельности. Что происходит с той частью газотранспортной системы, которая не является необходимым звеном? Например, есть газотранспортный узел на территории Западной Украины, включающий в себя крупнейшее на территории бывшей УССР, включающий крупнейшее подземное хранилище газа. Ну, можно почитать. Там, знаете, масса новостей с начала года была. И вот в этой связи гарантий поставок каких-то энергоресурсов внутренним потребителям вообще не будет, потому что прокачка российского газа через территорию Украины с точки зрения руководства, засевшего в Киеве, там, кажется, какой-то актер играет роль президента, да, я как-то не слежу общественно-политической жизни, вот, ну, как бы, ну, кому как больше нравится, актер играет роль президента, ну, так бывает, вот, вот в этой связи прокачка газа через территорию подконтрольную Киеву является гарантией того, что прокачка вообще будет и поставки потребителям будут. А без этой прокачки никаких гарантий никто не даст. Меня утешает одно, что вот очень хочется посмотреть, чем это все закончится. Потому что развязка близится. И думаю, как говорит поэт, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. То есть мы увидим какую-то кульминацию, финал. Вот, и это очень интересно, в конце концов. Спасибо вам, Александр Сергеевич. Вот последний довод, на мой взгляд, является ключевым для определенной договороспособности Киева в текущих условиях. То есть кричать, биться в истерике все могут, но когда начинают понимать, что ой, как интересно изменятся условия, ну, тут могут начать и договариваться, по крайней мере, по газовым вопросам, а там посмотрим. Всего Аминь. хорошего. Спасибо.